Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о своих впечатлениях о трендовых, хайповых, популярных ароматах, о которых сейчас многие говорят. О некоторых из них уже поговорили и так немножко их начинают подзабывать, но тем не менее они все еще актуальны. Особенностью этого обзора будет то, что пробники этих парфюмов я покупала, находясь в холодном климате на северо-западе, там я их тестировала впервые, а сейчас я нахожусь на юге, на море, вещаю вам из южной резиденции и могу с уверенностью сказать, что некоторые из этих ароматов кардинально поменяли свое звучание, они стали совершенно по-другому раскрываться. Давайте все смотреть. Ароматов будет достаточно много, поэтому я буду говорить очень кратко свои впечатления. Первый аромат, который хочу показать, называется Electric Cherry. Я его насмотрела пару месяцев назад в Duty Free. Затем я купила себе достаточно большой такой вот от Levant. По поводу парфюма. Это вишня, конечно, да. И я здесь чувствую такое, знаете, вот крем мужской, не жилет, а вот когда уже мужчина что-то себе такое получше немножко купил. Что могу сказать по этому парфюму? Я думаю, что его можно купить в том случае, полноразмерный флакон, если вы, во-первых, в душе яростный такой вишнелюб, я нет. Во-вторых, вам нравится все, что делает Tom Ford, в принципе, да, вам нравится, как он составляет ароматы, их оформление, как они на вас звучат. И у вас есть лишние $352, которые просто вот жгут руки и такие, куда бы нас пристроить. Следующий аромат называется Valaya от бренда Parfum de Marly. Наносим. Мускус, апельсин, прям такой сразу четко, альдегиды. И вот в жаре я чувствую ваниль. В холодном климате я больше чувствовала цветочный акцент. Этот парфюм очень похож в направлении Fleur Narcotique. Это и неудивительно. Создатель у них один, папа, так сказать, прародитель Квентин Биш, сестренки получились на удивление похожими. Никогда такого не было, и вот опять. Все же знают про то, что Квентин Биш создает какую-то супер коммерчески успешную композицию и затем в разных модификациях продает ее разным брендам. Все это знают. Тем не менее, аромат очень красивый, он очень стойкий, особенно в жаре. Если у вас нет Fleur Narcotique, то Valaya прекрасный вариант. Следующий аромат, который хочу показать, называется Messy Sexy Just Rolled Out of the Bed от бренда What We Do Is a Secret. Наносим его чуть-чуть. Сладкий, нежный, пудровый аромат. Я здесь чувствую мяту. Вот в жаре оно раскрывается уже анисом. Я почему-то в жаре чувствую анис. Создатели этого аромата говорят о том, что они вдохновлялись Мэрилин Монро. Знаете, я тоже могу сказать, что при создании этого ролика я вдохновлялась на 9,5 недель. Посмотрите мой ролик, и вы почувствуете этот вайб, зарядитесь. Это какой-то бред, честное слово. Я думаю, что желание людей продать вам историю, оно безгранично. Это действительно красивый, нежный аромат, тем более, что создал его Доминик Рапион. Мы о нем, кстати, поговорим еще сегодня. Я не могу сказать, что он меня как-то сильно впечатлил. Красиво? Да. Куплю флакон? Нет. Следующий аромат, называется он Cheeky Smile от бренда Juice Box. Вообще бренд Juice Box мне очень нравится. Если мы говорим про этот аромат, сейчас куда-нибудь сюда. Это мускусная баккара. Это очень стойко. Это бесконечно долго звучит на вашей коже, вы это будете от себя ощущать. Я думаю, что имеет смысл покупать флакон, если, например, вам нравится баккара, но вы хотите более дешевый, не аналог, а похожий парфюм. Он стоит, по-моему, в районе 10 тысяч плюс-минус. И второй вариант, если, например, баккара вам нравится, но вы что-то бы в ней изменили. Вообще у бренда Juice Box есть два еще замечательных аромата, о которых хочу вам сказать. Я прям загорелась их купить. Первый называется Good Morning. Его, кстати, создал тоже Доминик Рапион. Это очень красивый свежак. Он в стиле симфонии. Я вам показывала Луи Виттон. По-другому, конечно, звучит, но тоже они похожи. Это красивый свежий аромат с достаточной стойкостью. Второй аромат называется 14 Day Dream. Это такая амбра с немножко дымным акцентом. Я осторожно отношусь к всяким дымным акцентам, но
Очень красивый, такой тягучий, прям. Вот эти два аромата у этого бренда мне понравились. Ну и раз уж мы заговорили с вами про Бакару, аромат, который я купила по рекомендации одного блогера, называется он Лива от бренда Vidian. Это очень стойкий аромат, я чуть-чуть совсем нанесу вот здесь. Я тоже его чувствую как Бакару, но в больший акцент, наверное, сандалов и фруктов. На мне этот аромат, он немножко выдает такую, ну не животинку, а какой-то такой у него вот немножко анималистичный эффект. Я заметила, что такое часто бывает именно с сандаловыми ароматами. Вообще Vidian известен тем, что у них очень яркие, сложные, многогранные ароматы. Поэтому вот если вы тоже хотите что-то в направлении Бакары, то это Лива. Это более ее такая фруктово-сандаловая версия. Раз уж мы с вами заговорили про сандал, хочу показать вам аромат. Знаю, что основной такой хайп на него прошел. Тем не менее, это Le Labo Сандал 33. Вот это супер-мега-метаморфоза, потому что, когда я его тестировала в холодном климате, я его чувствовала исключительно как огурцы и укроп. Такой, знаете, свежий классный салатик. А вот в жаре я, честно говоря, так вот сюда нанесем. В жаре я поняла, почему так много было разговоров. Очень красивый кремовый сандал. Даже, может быть, с лимоном, таким древесным акцентом. Аромат достаточно дорогостоящий. Если вы там планируете его покупать, все-таки советую купить обязательно от Левант, потому что непредсказуемая история. В жаре очень красиво. Следующий аромат, это аромат, который называется Хили, тоже от бренда Vidian. Но это такой аромат, я бы сказала, вот в стиле всех вместе взятых амуажей. На меня амуажи не садятся, мне не нравится, как большинство из них на мне звучат. Возможно, лет там, не знаю, через 10 все поменяется, но вот на данный момент вот так. Этот аромат, это сладкие цветы, тубероза и вот вдалеке немножко табака. Это очень сложный, многогранный, переливчатый, супер стойкий аромат. То есть вот Juicebox, наверное, был один из самых стойких ароматов, Cheeky Smile. Вот этот еще более стойкий. И в холоде, и в жаре он одинаково звучит красиво. Ну и у него огромный шлейф. Вот здесь я бы себе флакон-то, наверное, бы купила все-таки. Следующий аромат от бренда Philly Feel. Это аромат, который называется Boudoir Belle. Boudoir Belle, он... Знаете, он чем-то похож в направлении вот с этим, который Messy Sexy, да? Но этот аромат мне нравится больше. Почему? Потому что, ну, это альдегидная пудра. Вот представьте себе Le Chanel номер 5. Вот именно Le версия, да? Такая облегченная, альдегид. И вот она сладкая, сладкопудровая. Вот это будет Boudoir Belle. Приятный очень аромат. Может быть, на август себе куплю, посмотрим, если жаба меня не задушит. Морская. Еще один аромат называется Ренессанс от бренда Xerjoff. Это свежий аромат. Так, где у нас осталось пустое место? Наверное, вот здесь. Вот здесь, на сгибе. Это лимон, кедр и мята. Какой-то такой, вы знаете, мятный коктейль лимонный, который стоит на деревянной подставке. Это очень свежий, красивый аромат. Я его тестировала и в магазинах, и заказала себе пробник. Но слетает с меня этот аромат за час. То есть вот, ну, полтора. Через полтора часа я на себе его не чувствую. Я потом посмотрела отзывы. Многие пишут, что несколько часов на себе его ощущают. Ну, здорово, у меня немножко другая ситуация. Я в итоге другой себе взяла аромат полноразмерный. Я на него попозже сделаю обзор. По поводу Ренессанс красиво, но тут нужно смотреть, вот насколько для вас принципиально стойкость аромата. Последний аромат, который хочу показать, я прислушиваюсь к вашим комментариям. Вы писали о том, что попробуйте амбровые ароматы в жару. Но я и попробовала. Я купила себе аромат, который называется Perfect Amber. Я решила быть перфекционисткой. От бренда Jardin de Parfum. Это прям вау. Значит, амбра, ром. Я чувствую корицу. И немножечко так вот лимончика сюда добавили, или бергамота, что-то цитрусовое здесь есть. Никакой животинки, никаких вот этих вот неожиданных псинок.
Очень такой тягучий, сладкий аромат. Я думаю, что полноразмерный флакон я буду выбирать либо между этим ароматом, либо между вот 14 дней Dream, который от Juice Box, потому что и тот, и другой про амбру, посмотрим. Но это очень красиво. Главное им не передушиться в жаре, чтобы не погибло все живое вокруг. Вот такой у меня получился обзор. Я могу добавить еще, что я человек такой, ну, достаточно впечатлительный, и когда я вижу какую-то волну, такую хайпа относительно какого-то парфюма, я действительно могу пойти заказать себе пробник, вслепую я заказывать не буду. Но я заметила, что как-то с годами, да, я стала более избирательной. То есть я понимаю, что с одной стороны это действительно может быть какая-то очень такая классная композиция, как с косметикой, с каким-то, не знаю, там, товаром, с чем угодно. Действительно может быть реально очень хороший какой-то продукт или товар. Но может быть такое, что бренд пытается вам это навязать, всегда очень тонкая грань. Вот как вы реагируете? То есть вы поддаетесь этому хайпу? Вы, там, не знаю, все стали говорить про Бакару. Вы пошли ее, вы купили ее или нет? Там, на последнее, да? Или как? Или вы так очень скептически к этому относитесь? Вот насколько вы сами поддаетесь хайпу? Пожалуйста, поделитесь в комментариях, мне будет очень интересно, потому что я вот с собой стараюсь в этом плане даже как-то, ну, бороться, что ли, да, чтобы лишнего не тратить, потому что и так у меня это большая такая статья затрат. Большое вам спасибо за просмотр, ну и до скорых встреч!